Привет, друзья! В этом ролике пойдет речь о самом красивом и роскошном автомобиле Хорьх 853. Все, которые хоть раз в жизни смотрели «Щит и меч», фильм про разведчиков, замечали там Хорьх 853, где он играл заметную роль второго плана. Он по праву занимает свое место самого красивого и роскошного автомобиля. Хорьх 853 – сочетание удивительных технических решений. Впервые был представлен на Парижском автосалоне в 1935 году. Этот роскошный автомобиль использовался в качестве парадного автомобиля и предназначался для Люфтваффе. Имел 8 скоростей. Его предшественником был Хорьх 853 Кабриолет Спорт, выпускавшийся с 1927 года. Первоначально машина была тесновата, всего 2 боковых окна и 2 небольших задних сиденья. И через несколько лет пространство в автомобиле увеличили. Из-за того, что Хорьх 853 считался одной из самых шикарных машин в мире, он в 1935 году получил Гран-при Парижского автосалона и был признан автомобилем года. В подтверждение этому был создан значок в виде крылатого шара «Летящее совершенство». Этот значок красуется на капоте автомобиля. В месяц на заводе Цвикау выпускалось всего 15-20 автомобилей, и каждого владельца его номерной знак записывали в книгу продаж. В основном покупателями были военные Люфтваффе, политики или промышленники. Среди них были и известные люди, такие как Розенберг, Гиммлер, посол в СССР Шуленберг, маршал Финляндии Маннергейм и другие. После войны производство Хорьков было остановлено, так как завод Цвикау находился в зоне советской оккупации и после раздела страны достался тогдашней ГДР и впоследствии был национализирован. В 1956 году Хорьх 853 ненадолго появился в производстве. Сначала Хорьх оснащался 8-цилиндровым рядным мотором мощностью 100 лошадиных сил, но позже его заменили 6-цилиндровым V12 мощностью уже 120 лошадиных сил. На двигатель устанавливали систему принудительной смазки под давлением шестеренчатым приводом. Работал двигатель совместно с 4-ступенчатой коробкой передач. Деревянный каркас кузова был выполнен из бука, покрытый олифой, а салон был отделан софьяном и несколькими породами дерева. Колесные диски имели 84 спицы, на которые были одеты 17-дюймовые покрышки. Корпус имел независимую подвеску, но особой устойчивости на больших скоростях это не давало. И автомобиль получился довольно тяжелый, более 2,5 тонн. Из-за того, что он был тяжеловат, он не мог быстро разгоняться. Максимальная скорость автомобиля 135 км в час. Да и размер его внушали. В длину 6 метров и ширину 1,8 метров. Радиус разворота из этого составлял до 16 метров. Марка Хорьх прекратила существование в 1957 году, когда предприятие было национализировано и получило другое название. Изготовленные по спецзаказу и очень ограниченным тиражом, эти красавцы находились в пользовании высших чинов Рейха и очень состоятельных людей. Во время войны и последующие годы иметь такую машину хотели многие, но посчастливилось это только Василию Сталину, архитектору Алексею Шусову и прославленному летчику Александру Покрышкину. Хорьх сыграл роли во многих советских фильмах, такие как «Здравствуйте, ваша тетя», «Вариант Омега», «Бархатный сезон» и других. Даже сейчас эти прекрасные машины можно встретить на дорогах мира, и благодаря им имя Августа Хорьха живо до сих пор. И если мой ролик вам был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также приветствуются комментарии под видео. Желаю вам всего хорошего, пока-пока.